Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете новые выпуски и также следите за прямыми эфирами. Очень замечательно, что вы находите время, урочное, неурочное, но, как говорится, присоединяйтесь к беседам и обсуждениям. По горячим следам говорим о событиях дня и будущих событиях недели, очень остром параде Победы с Денисом Елисевичем, известным блогером. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Вы знаете, очень такой напряженный период, и действительно сейчас в эти минуты все следят, а куда там запустили вооруженные силы Украины дроны, пишут им на английском языке вооруженные силы Украины, там, пожелания, поздравления с 9 мая, почему-то на английском. Их много, атаки были вчера, ночью, днем, в общем, всячески как бы не дают прилететь тем лидерам, которые обозначены. Все следят за Вучичем, который вынужден был лететь в Азербайджан, там пережидать какое-то время, и вроде бы как в данное время, когда мы сейчас говорим с Денисом, он направляется в Москву. Также в пути, в полете Си Цзиньпин, ну и некоторые лидеры стран уже приехали. Уже началась встреча с Мадуро, венесуэльцем, из Монголии президент тоже приземлился, вышел из трапа самолета. В общем, это все будем обсуждать в таком очень важном пределе, большом пределе, потому что время, кажется, сжимается, и что получим на выхлопе? Традиционно всех призываю подписаться на Дениса Елисевича, поставить лайк этому видео, без лайка никуда. QR-код — это возможность прямо в эфир написать, чего хотите, если работает этот сервис. Всем большая благодарность за супер спасибо, супер стикеры, если работает тоже у вас эта функция. Ну и, конечно, просто за ваши вопросы, которые вы оставляете заблаговременно для нашего эфира в сообществе YouTube и в чате трансляции. Переписывайтесь, пишите, в конце уделим время непосредственно тем темам, которые вас волнуют, и, может, каким-то нюансам, которые мы не сможем разобрать в процессе эфира. Опрос нашего сегодняшнего разговора вон так выглядит. Чего вы ожидаете после майских праздников? Ну, то есть День Победы пройдет, и чего ждать? Невиданной эскалации, начало реальных переговоров о мире, будет идти все как идет на истощение. И четвертый вариант — выборов ожидаем, потому что после этого попробуют переизбраться. В общем, такие варианты с этого вопроса, с ожиданий, да, вот такой накал, а какой будет выхлоп, давайте начнем. Денис, что думаете? По поводу вашего вопроса, Да? комбинированно, я думаю. Где-то из 4 вариантов мне видится так 3 смешанный такой вариант. Однозначно все будет идти вниз на спад, и это не будет совершенно никак отменять планы Зеленского переизбраться на второй срок. Вот я так считаю. Угу, друзья, голосуйте вы, мы в конце подведем итоги. Что за страсти по параду? Зеленский прям влупил на полную катушку. Россияне дают статистику, там 520 с чем-то дронов, ракеты «Нептун». В общем, похоже, отстрелял все, что было, или все, что накапливал и готовился. Но тут возникает другой момент. У нас же как принято считать было всегда. Ну, такой нарратив пропаганды украинской, что россияне там чего-то пытаются всегда захватить или предпринять к каким-то датам. А тут четко Зеленский действует под дату и ожидает же тоже какого-то обратного эффекта. Какого? Я думаю, вот эта массированная атака объясняется только одним. В Москву стянули все ПВО для защиты важных людей во время парада 9 мая, и, пользуясь моментом, Зеленский решил атаковать. Дело в том, что просто я это рассматриваю всегда через призму война или мир, и какие намерения ты демонстрируешь и Трампу, и всему миру. Вот я как большой сторонник мира все-таки считаю такие действия не совсем правильными. Хотя, конечно, мне сейчас напишут и скажут, ну вот Путин же тоже бомбит. Да, Путин бомбит, но мы должны как-то взвешенней быть и уже четко определиться, что мы декларируем. Потому что когда ты говоришь, я за мир, Путин не хочет, тут делаешь массированную атаку, оно все равно как-то не складывается. Но это в моем понимании. Опять сейчас другие люди скажут, ты не видел разведданные, а вот это там стратегически важно, а вот это вот правильно. Я не знаю, я бы демонстрировал все-таки перед Трампом в первую очередь максимальную концентрацию на мире. И как-то другими методами все-таки бы работал. А вот так вот прямолинейно, абсолютно бессмысленно, ну ты ударишь, но ударят в ответ, опять погибнут наши люди. Он вчера, знаете, меня возмутило, Киев был ночью в огне,
у меня-то такое время, я могу это отслеживать, большая разница во времени. А мне присылает подписчик Гордона превью к видео. Москва в огне, Болотная площадь усеяна трупами и все остальное. В этот момент бомбят Киев. Так смотришь на это все, но это же какое-то сумасшествие. И кто-то это смотрит, и зачем? И это все заходит на какие-то такие, знаете, пределы уже у меня в голове не помещают. И все-таки, если мы видим, что точка отсечения, такая политическая точка отсечения, это как раз-таки, ну вот через несколько часов буквально, когда наступит 8 число, мы говорим 7 мая, это те, кто смотрит в записи, 8 число наступает, 0 часов 0 минут, и Россия же не убирала вот этот приказ о прекращении огня в одностороннем порядке. И вот тут тоже такой момент истины, чем-то похож на Пасху. Да. Все-таки, как вы думаете, Зеленский будет, ну, скажем так, срывать, будет не придерживаться этого перемирия? Уверен, будет не придерживаться. Сразу скажу, я не верю ни в какую бомбежку Москвы. Это бессмысленно и совсем уже глупо. И, как я уже сказал, все ПВО будет в Москве и уже в Москве. А то, что дальше будут бомбить другие регионы, пользуясь случаем, я в этом даже не сомневаюсь. Хорошо, Он но он не будет соблюдать никакой режим тишины, потому что он его формально отбросил. как Трамп будет реагировать, ну вот так, если можно, как от человека, который внутри Америки, на Зеленского, срывающего перемирие, ну, непосредственно вот в эти 3 дня? Я думаю, Трамп уже давно бросил для себя все попытки как-то образумить Зеленского и найти к нему какой-то подход. Я думаю, сейчас Трамп больше озабочен Путиным. Вот вы видели, там было с футбольным функционером разговор, и Трамп был не в курсе, что Россию исключили из чемпионата мира по футболу. В 2026 году он пройдет в США. И Трамп говорит, вот еще один хороший рычаг давления. Ну, как бы Россия считается априори, как и Украина, футбольной страной, учитывая историческое прошлое. Хороший аргумент, в том числе для мира. И люди, которые не в теме, считают это не очень повод, а я вам скажу, это действительно аргумент, потому что это то, что на публику очень значительно влияет. То есть там для рейтинга Путина, для попытки продать победу, как очень весомый аргумент. Поэтому я думаю, Путин сейчас работает в этом направлении. Дальше мы можем послушать, что говорит генерал Келлах. Там уже тоже о Зеленском ни слова. Там сказано все, Украина за 30-дневное перемирие. Вчера он сказал, зона демилитаризации 30 километров, и Украина хочет разойтись по текущей линии разграничения, и все слово за Путиным. То есть я вижу американскую риторику, полностью все сдвигается слово за Путиным, кроме того, что в пользу вот этого моего аргумента подписанная сделка по минералам. Подписанная, Я но считаю, не ратифицированная. Вот ты знаете, я вот про эту ратификацию завтра, правильно, 8-го назначенный в Раде, я вот про это думаю больше, чем про парад в Москве 9 мая и про все эти бомбежки. Потому что мне, например, доходит разная информация. Порошенко странно выступил. И меня удивляют и удручают блогеры, общественные деятели, политики, которые выступали, например, все это время акты Зеленский, так как и я, негодяй, почему ты не подписываешь, только Зеленский подписал, все, сдал страну. Вот честно, я этого не понимаю. Нет, ну тут возникает же о сути договоренностей. Ну, то есть было 2 комитета. Вчера был комитет, да, там, и они переголосовывали потом. Депутаты, комитет перед голосованием как бы рекомендовал внести правку, что эта сделка действует на всей территории Украины. Первая правка. А вторая правка, что, мол, эта ратификация касается только этого документа, а не какого-то второго и третьего, который как бы к нему прилагается. И тут возникает такая очень интересная ситуация. Если они учтут эту правку, и депутаты проголосуют только за это принципиально, то Зеленский может в любой момент отказаться, вообще как бы ее не брать во внимание. Я думаю, Америке это очень не понравится, если произойдет так, как вы сказали. И это будет, наверное, нарушение каких-то договоренностей Зеленского и Трампа. Вы знаете, я убежден, что Зеленский, наверное, в Ватикане Трампу сказал, я все сделаю, мы ратифицируем, я их там прижму, нажму, вот давайте только вот так, как вот как-то так сделаем. И Зеленский будет для этого все делать. Мы с вами же прекрасно понимаем.
на каждого депутата Верховной Раде пачка с компроматом коррупционной деятельности, всех этих кэш, которые они берут каждый месяц. Вторая папочка спецслужб на вообще компромат в целом, в том числе и бытового характера, так скажем. И ну, для меня сейчас парламент, это, вы знаете, такая чистая формальность, он полностью узурпирован. Но вот именно в этом случае все равно мне доходит опять-таки разная информация. Некоторые боятся какой-то там ответственности, некоторые идеологически собираются упираться. И мне и по-настоящему интересно, как Зеленский выйдет из этой ситуации. Но я здесь публично больше выступаю за объяснение людям. Я вот не знаю, обсуждаете ли вы со своими гостями этот вопрос. Вот тот человек, который говорит, вот он сдал страну, плохая, сделка по минералам ужасная, все, национальные интересы, антиконституционно, а какая альтернатива? Вот в данной ситуации. Конечно, к этой ужасной ситуации и не очень хорошей сделке привел только Зеленский. Это бесспорно. Но какая альтернатива? Вот, допустим, все, мы не подписываем, до свидания, что делать Украине? Трамп говорит, ну тогда пошел ты на 3 веселых буквы вместе со своей Украиной. Все, и Украина остается на растерзание Путину. И вот на это замечание, на этот вопрос никто из противников, вчерашних сторонников, сегодняшних противников не дает ответ. Ну, я вам могу дать ответ. Надо идти на Давай. прямые переговоры с Путиным, потому что, как показывает практика и история вот этого даже противостояния кровавого и ужасного, которое продолжается, в Стамбуле, когда были прямые переговоры украинской и российской делегации, были удобоваримые плюс-минус условия, если брать с позиции сегодняшнего дня. Хорошо, но вы же понимаете, или вы утверждаете, что если бы так произошло, то мы бы получили условия лучше, чем при посредничестве США, конечные условия Думаю, мира? лучше. Ну, видите, я в этом абсолютно не уверен. Не потому, что что-то не так, а потому, что мы уже в более слабом положении, чем при тех же стамбульских. И Путин уже увидел, что Украину можно дальше как бы склонить. Ну, уже слабое положение четко обозначено. Если раньше его отрицали, вы помните, вот эти вот, давайте 91 год границы, потом 2022, все на свете. Сегодня Кит Келлог говорит за нас, мы готовы по текущей линии разграничений. Народ 3 года заражали, не хочу выражаться чем, накачивали. Теперь это все сдувается, и теперь черти что, и Зеленский просто тупо спасается. Дальше, например, по моему взгляду, по моей идеологии и видению Украины, прямые переговоры я тоже за них. Но учитывая диктаторские замашки Зеленского, если даже смоделировать так, как вы говорите, то Зеленский должен согласиться на следующее. Ну давай мы будем как Беларусь. Я тут буду тиранию устраивать, всех запрессингую и будем под вашим, так сказать, протекторатом жить и работать. И все. Кого-то это устраивает, я в этом не сомневаюсь. Меня это категорически не устраивает. Нет, ну вопрос в том, что если сравнивать Беларусь сегодня и Украину сегодня, это не поддается сравнению, безусловно. Потому что война, потому что репрессивный аппарат, машина репрессивная Зеленского, все под колпаком, произвол спецслужб. Это даже в отчете ООН уже находит отражение по поводу вот этой статьи там, 111, да, там, этот коллаборационизм, которые шьют направо и налево, а потом людей или мучают, или меняют, или вымогают, обдирают и зарабатывают на этом. Вот так, в принципе, так это и происходит. Поэтому тут есть идеологическая составляющая, там, диктатура, но вопрос же, как себя люди чувствуют внутри одной страны и другой. И, знаете, вот этот момент, там, ну, Путин не предлагает Зеленскому быть Белоруссию и вечное правление. Зеленский сам берет это вечное правление. А Запад, получается, и США, и Трамп с ним согласились. Получается, Трампа Зеленский устраивает. Ему надо сделку, чтобы он подписал, а дальше все равно. Там, кто президент, пускай остается. Давайте постепенно. Трамп Зеленского устраивал ровно до подписания сделки. Трамп Зеленскому, несмотря на распространяющиеся там в сети слухи, ничего не гарантировал, ничего не обещал. И давайте еще посмотрим, как будет вести себя Трамп после ратификации, если это произойдет в Верховной Раде этой сделки. По поводу Беларуси. Если сегодня в Беларуси я начну выступать, вот если я гражданин Беларуси был бы и жил там, выступать так, как я выступил против Зеленского, то я думаю, счет бы шел на часы, что бы со мной случилось. Но это менее важно, хотя для меня свобода номер один. Следующий вопрос. Вот мне не нравится, я знаю, сейчас будет 1000 комментариев после видео против меня, но почему ставят только два вот выбора перед людьми? Вот давайте или война, как в Украине, или безвольное рабство, как в Беларуси. Да, без войны, я же ничего не говорю, без войны. И на хлеб есть, и там на кефир есть.
Но большинство белорусов не видели нормальной жизни, не были за границей. Это не я говорю, это статистика говорит. И тут просто вопрос того, что в голове и что хочется. Я не против ничьих взглядов, и я не говорю, давайте за взгляды там будем что-то делать, и ваш взгляд имеет право на жизнь, и там те, кто в комментариях пишут. Но есть же какие-то объективные, есть объективная реальность. Вы говорите репрессии в Украине, конечно. А если мы говорим по отношению к Путину, то поверьте мне, Зеленский же очень жалеет, что он не стал вторым Лукашенко. Он пообщался с европейцами, с этим Трампом, думает, зачем мне все это надо было? Надо было с Путиным дружить, взять, так как Лукашенко 30 лет править, и была бы жизнь малина. А теперь он должен побираться, выкручиваться. Я говорю то, что в характере Зеленского. Вы помните, когда он стал президентом, он же поехал к Лукашенко и говорит, давайте Олимпиаду совместную проведем летнюю. Помните, было это? Ну вот вам и все, вот вам и вся идеология. Его ролевые модели, я просто знаю, что я говорю, это Лукашенко и Эрдоган. Он когда шел в президенты, он буквально напитывался вот этим всем. Получается, что прав Фица, который говорит, что сделка это, ну, как бы взятка или как бы этой сделкой, если быть точнее, Фицо говорит, Зеленский купил продолжение войны у Трампа. Видели букмекерские ставки, как они упали на вероятность мира в этом году? Сразу, ну, в случае ратификации. Думаю, Фица не прав. Еще раз вам хочу сказать, Трамп ничего не обещал Зеленскому, и большое заблуждение думать, что вот сейчас мы подписали эту сделку, и Трамп завалит Украину оружием. Вот я знаю, есть такая точка зрения. Якобы вот учет будущих, там то, что будут копать минералов, будет оплачиваться текущее вооружение. Этого не будет. Я вам это говорю, просто ну, вы потом сами увидите. В Госдепе в Вашингтоне принято решение никакого больше оружия для Украины. Что бы ни случилось, только направление к миру. Если дальше произойдет эскалация, Трамп выходит, все равно наступит момент, когда Зеленский приползет на коленях, только я подозреваю, не дай бог такой сценарий, это уже будет без левого берега Украины или почти без левого берега. Спасайте, я на все согласен. Зеленский выбрал, Александр, Зеленский выбрал просто лучший из двух худших вариантов. Он же в Цунцванге оказался. И он уже начал считать, высчитывать, и он выбрал просто, ну, с Ермаком, ну вот если мы это, кстати, Ермак его очень подталкивал к подписанию. Ермак уже, там большая ссора идет вообще внутри офиса президента сейчас, конфронтация. Ермака, по сути дела, уже сливают. И То. Зеленский выбрал, ну, что мне еще, я могу несколько месяцев удержаться, и хорошо, если Мгм. подпишу. А если не подпишу, то не факт. Вот чисто так было. А кто сливает Ермака? В окружении Зеленского. Офис президента поделился, как говорят, башни Кремля в Кремле. Офис президента уже поделился на башни, на сферы влияния. Ну, например, Арахамия, Ермак — это совершенно два разных. Там уже третье созревает еще крыло. Они действуют очень из глубины. Есть еще глубинное государство, это спецслужбы, которым тоже выгодна эскалация. Вот вы наблюдали, сейчас скандал идет в соцсетях. Мы с вами не таблоиды, не желтая пресса, но это очень так скандал большой получился. Блогерша Мандзюк и блогерша Алхим. Там по поводу языкового вопроса. Да, да, я вчера освещал это в своем прямом эфире. Ну как, освещал именно языковой вопрос. То есть не саму вот эту личную конфронтацию, потому что это все-таки, ну как это, другая блогерство, но немножко другая линия, вы понимаете. Да, и у меня точно так же, но это касается политики, это для людей, давайте скажем. Они просто, может, не понимают. На самом деле Мандзюк, вот, которая сейчас публикует вот эти вот посты в стиле, я думаю, ее предки были НКВДшниками, те, кто в Голодомор сдавали соседей. Вот стучите в СБУ, тегайте СБУ, с русскоязычными нужно расправиться. У меня просто нет слов культурных, чтобы это комментировать. Но на самом деле это работа неких служб, на которой работает Мандзюк. Алхим связана с другими людьми. То есть Мандзюк — это инструмент в руках глубинного государства по работе с определенной аудиторией, не нашей с вами. Алхим — это связано с другими людьми, с одной из башен ОП. Это, конечно, слухи, так, для юридических, это слухи все. И происходит некое столкновение, потому что все-таки остался у некоторых здравый смысл, хотя они подыгрывают в текущей ситуации Зеленскому, что не нужно репрессировать русскоязычных людей, не нужно этим вопросом как бы бравировать и продолжать сеять вот эту вот ненависть и рознь. Потому что такие, как Мандзюк, она вот стравливает людей, а потом, не дай бог, дойдет до гражданской войны, и она первая будет бежать из Украины. Или к нее придут раскулачивать первую. Вот так история показывает, к этому приводит. И это абсолютно омерзительная ситуация, и она совсем не таблоидная. На самом деле это чистая политика. Чистая политика.
Нет, ну если посмотреть с этого угла, что кто-то за одной и за второй стоит, ну там же вообще дошло до маразма. Цепляются, что называется, до столба, то песню не спела, глаза закатила, то Да, выставила да. какой-то пост с песней группы Баста, да, который был друг же Баста, ну, Зеленского, ну, имеется в виду до этих всех Мгм. событий. Мы же это все помним. Просто нужно пояснить, это вот инста-дивы, как бы у них лайфстайл, они, скажем так, ну, без этого общество не может. Обязательно должны быть хоть какие-то, Конечно. условно, дамы, ну, иногда мужчины, но чаще дамы, за которыми все остальные следят и как бы сопереживают их пути, пользуются той же косметикой, что и они, и как-то вот такая группа, достаточно большая группа, сообщество. Но языковой вопрос, там же Алхим убить угрожали. Вот прям как Фарион. И Алхиму угрожали убить, и Мандзюк публиковала там типа «Будь аккуратна, если когда садишься в машину в следующий раз» там и так далее. Вот это и то является тем, против чего я выступал и что я прогнозировал еще когда начал YouTube канал. Как-то так получилось, я очень остро чувствую эти вещи. Вот это вот первые шаги к гражданскому столкновению, к гражданской войне. И это началось пару лет назад, уже во время войны. Но сейчас оно уже как бы до апогея доходит. И эта штука, вот посмотрите, если будет сейчас перемирие, она еще больше обострится потом, потому что некие силы действуют по принципу «разделяй и властвуй». Нужно побольше разделить людей, побольше керосина в огонь, чтобы мы могли какую-то часть отколоть и управлять ей. Как правило, это очень агрессивные люди. И вот так и их все устраивает. А меня не устраивает категорически, когда мы просто закончим измерением черепа и ДНК крови. Я вам точно говорю, если мы пойдем в этом направлении. Да, проблема в том, что там ДНК у всех намешана, и черепа примерно одинаковые. Если брать классические русских и украинцев, ну, а длину языка можно мерить еще, да? Ну, тоже вот так, нетривиальным образом пойти. Ну, а что мы хотим в стране, где это же тоже шок? Днепровское из Днепра издательство уничтожает украинскую детскую книжку «Будиночок мрії», ну то есть «Домик мечты», потому что ее автор Юлиана Караман, она живет в Шотландии, пишет в соцсетях по-русски, ну, у нее какие-то взгляды такие про единую большую страну, свободную от всех, то есть, ну, какая-то, ну, свои видения. И вот некое сообщество, оказывается, у нас есть сообщество, книга издателей, ну, в общем, книжное сообщество, которое вот мы издательство, извините, мы этого не знали, что она такая, русскоязычная. И что книжку, оказывается, она там первую написала, а этот будиночек, который издали, это как бы перевод на украинский язык. И мы его просто уничтожили. То есть денег даже не пожалели. Втолкнули где-нибудь там по дешевке, скидку сделали, как-то распродали тихонько и все. То есть вы понимаете, что эта власть, она дороже даже каких-то материальных становится, ну, элементарных, коммерческих. Все-таки издательство это коммерческая единица. Коммерческих целей. Почему? Там все равно есть нюансы, но я зрителям хочу сказать, вот то, что вы сейчас описали, и то, что там между Мандзюк и Алхим, это гораздо опаснее путинских ракет, как бы это кому ни казалось фантастическим. Это гораздо опаснее для государства, потому что вот этим всем добьют то, что не добил Путин ракетами. Но многие этого не понимают. Человек живет, он родился в каком-то регионе, в который он не выбирал, язык, который он не выбирал сознательно. Так получилось, и страна, как-то исторически так получилось, вот сложная страна Украина. И когда тебя пытаются навязать, не слушай эту музыку, забудь тех актеров, еще что-то, если человек это принимает, он ломает себя. То есть он теряет себя, он уже не он. И если это спроецировать на миллионы, то это конец общества. А эти люди агрессивные, они этого не понимают. И что самое лицемерное, я наблюдаю за Яниной Соколовой, за той же Курбановой, как они замечательно зарабатывали деньги в Москве, в России, ездили туда уже после начала гибридной войны. И вот эти все, которые имели какое-то отношение, Бенюк, они сегодня прям супер-пупер, а на меня говорят предатель. Я в России не был никогда, ни одного человека туда не знаю. Вот и все. Ну, это, кстати, И вот да. это вот ужас. Это, кстати, Ужас. такая похожая история. То есть, если ты пытаешься мыслить здраво, плюс-минус пацифистски, а,
как бы культивировать толерантность, взаимопонимание, ну, такие какие-то правильные вещи, общечеловеческие ценности. Понятно, есть нюансы обстоятельств и времени, мы с ними со всеми сталкиваемся, однако все равно вот это должно быть во главе угла. То ты уже предатель, санкции на тебя, еще там чего-то на тебя критикуешь, ой, так вообще агент Кремля. Хотя люди, да, вот вообще не связаны с Россией никаким образом. Как вам кажется, это какая-то вот такая поворотная точка? Вот мне почему-то казалось, что вот если событийно, парад 9 мая, да, это вот тоже какая-то поворотная точка. Сейчас вот поднимется этот пик, а дальше будет куда-то выхлоп. Ну, как вы говорите, пойдет на спад. Мне тоже кажется, что пойдет на спад. Я очень надеюсь, что там у нас будет 24 августа потужные выборы в День независимости, вот это вот все, то есть все так подгадают, прям назначат специально, внеочередные, и Зеленский будет пытаться переизбираться, но Мгм. это ровно зачем я говорю? Затем, чтобы все понимали, что примерно 3 месяца, может 2,5, будет тишина, то есть не будут воевать, будет именно политическая вот эта вся история, там переназначение, как бы вот это все, то есть война закончится как таковая. А, Поэтому мне так хочется, чтобы это все пошло на спад после этого пика. А вот это противостояние внутри украинскоязычной, русскоязычной, оно... Вот мы набрали уже этот пик, когда Кремень выходит и говорит, слушайте, проверки в школах давайте устраивать. Что это они на спортплощадках, во дворах, в бомбоубежищах по-русски Мгм. говорить? Выгонять, наверное, будут? Это, как я вам уже сказал, вот этот апогей будет в этом направлении во время перемирия. То есть это следующий этап. Сейчас у нас произошла полномасштабная война, а следующее они будут подводить к гражданской войне. Им нужен раскол. Вот этому глубинному государству ему нужен раскол. Потому что это единственный способ устоять и кулуарно управлять Украиной и сидеть на невероятнейших денежных потоках на миллиардах. Им не нужны ни реформы, никакие там ни снижения налогов, не то, что я все это проповедую, им все это не нужно. Им нужна текущая гнилая система и вопрос, на котором можно разделить людей, чтобы громадным процентом общества заручиться поддержкой. И поэтому дальше ждет страшное в этом направлении. Они будут эксплуатировать кого? Людей, которые вернутся с фронта. И натравливать. И говорит, смотри, ты там кровь проливал, а вот это падла на русском разговаривает. Или что-то такое. Я проамериканский, проукраинский человек, но они меня делают врагом. Потому что я не против другой точки зрения. Если у вас или у кого-то другая, не говорю, там, давайте его убьем, посадим, выгоним со страны, лишим гражданства. Пожалуйста, говорите. Выходите вы к людям, выхожу я. Если проголосуют за вас, значит вы были убедительнее. И все. И это нормально. И как в Америке. И дальше сражаемся в политическом поприще или не сражаемся. Не, ну, кстати, Америка же пережила очень тяжелые выборы. Ну, такие с точки зрения раскола. Но, тем не менее, система, тем не менее, ну, скажем, традиции демократии, все понимают, ага, сейчас время республиканцев Трампа, пройдет какой-то период, все начинают работать, то есть, ну, мы это видим. То есть, это если говорить о политических системах внутри. Если мы вернемся к очень важной теме, я считаю такой показательной. Было Forbes Украина, по-моему, да, это издание, опубликовало материал достаточно подробный. Потом вышел Герман Сметанин из Укроборонпрома. Значит, это примерно все, я так понимаю, это заряженная кампания, потому что Forbes Украина, она не могла такого опубликовать, потому что им сказали с Укроборонпрома и, скажем так, дали добро. Герман Сметанин-то тут вообще как бы человек подневольный, да, молодой, очень молодой человек, который целый Укроборонпром возглавляет. Мгм. Значит, в чем суть? Украина во время войны говорит, что она будет экспортировать оружие. Тема очень такая нетривиальная. Почему? Потому что, чтобы экспортировать оружие, если ты имеешь наработки, разработки, комплектующие, ну или как бы зависишь, твое производство зависит от других или технологий, или физических каких-то вещей, ты в любом случае должен согласовывать это со страной происхождения. Можно 100 раз взять британскую какую-нибудь там ракету, набить туда Made in Ukraine. Так не работает в этой сфере оружейной. Все очень проверяется. Но тем Мгм. не менее эту тему качают и продвигают. Поразительно, что сегодня пришла информация, завод, который поставлял вооруженным силам Украины бракованные мины, он получает новый заказ
59 миллиардов гривен. Это миллиард 400 миллионов. Миллиард 400 миллионов долларов. То есть ничего страшного, что там директора СБУ взяли, еще что-то. Бракованно ничего. Зачем Украине экспорт оружия? Что подразумевается под этим? И кто это толкает, как вам кажется? Значит, смотрите, подразумевается под этим то, что является причиной продолжения войны. Зарабатывание денег. Сегодня война в Украине, единственная реальная мотивация – это зарабатывание денег несколькими кланами. И даже мелкими сошками, которые и некоторые даже в военной форме присосались к этому корыту и неплохо себя чувствуют, покупая там, допустим, третью квартиру в Киеве и четвертую машину, оформляя ее на тещу. За этим стоит только это. Что касается разрешить на экспорт оружия во время войны и вообще Укроборонпром, то тут нужно начинать с истоков и сначала, где ошибка. Ошибка состоит в том, когда государство вообще, а тем более советское, коррумпированное насквозь, занимается производством, продажей чего-либо, а тем более оружия. Весь ВПК, как и все другое государственное в Украине, должно быть приватизировано под ноль. И если бы это было все частным, то тогда бы такой вопрос не стоял. В Америке все производится частными компаниями, но есть документы открытые и секретные. Если Америка будет стороной серьезной войны или, не дай бог, на Америку нападут, там есть документы, когда прекращается все на экспорт и все работает только вовнутрь. То есть государство может быть только заказчиком. А у нас это все курировал до этого Порошенко, там сейчас другие лица. Пашинский, вы знаете, есть. Идет просто сумасшедшее зарабатывание денег. Вы понимаете, абсурд. Укроборонпром экспортировать, и тут же какому-то Стерненко или Лебига давайте сбрасывайтесь на дроны. Это сумасшествие. Или фонд Чемута показывает артиллерию, как они купили. Это не дело Минобороны? Что происходит вообще? Ты смотришь на это все, это какой-то просто сумасшедший дом. Стерненко. Кто пытался убить? Русские? Да сейчас вы знаете, в любой непонятной ситуации очень удобно, так сказать. И Ганула убили русские, на самом деле не русские, и этого пытались. Нет, это все был театр, причем я как-то ожидал от людей, я знаю, там не глупые люди есть, и они умеют, ну как-то слишком уж примитивно. Ну то есть, знаете, не надо быть большим следователем, там любой стажер за 5 минут 15 несоответствий найдет и все остальное. И знаете, я по всем признакам вижу подготовку к выборам. Вот мне подписчики даже мои начали кипишевать, да что ты, да скажи. А я вот по всем, и по санкциям, и на вас, и на Арестовича, и на Олешка, и поверьте, готовятся дальше санкции. Огромный список, я знаю этот список, я знаю, кто вычеркивал в последний раз в среду прошлую. И они будут их вводить регулярно, маленькими пакетами дальше. Это инструмент политического шантажа, политического давления. И Стерненко его накачивают реально в кандидаты мэром города Киева. Мэра Конечно, мне Киева? сейчас договорю, мне не по себе, но это правда. Не, ну после Кличко, конечно, ну Кличко хотя бы был человек с именем, хоть, ну, Ну, популярный. Кличко это, поверьте мне, профессор. Кличко, давайте так, я не его фанат, никогда за него не голосовал, но он что-то сделал в жизни. На спортивном поприще. Он мультимиллионером заходил во власть. Зачем это ему надо было? Это большая была ошибка, на мой взгляд, историческая, но он кто-то. А когда человек ни дня не работал, ни дня не занимался бизнесом, на котором клейма негде ставить, криминального и вообще ужасающего просто, и его делают агентом и накачивают, ну так потом не удивляйтесь результатам. Ну, понимаете, это мы понимаем. А когда я смотрю 20-25-летние, вот прям, знаете, открыли глаза и верят в это все, или ко мне приходит Денис, что ты думаешь про Стерненко? А о чем мы должны его вообще обсуждать? Кто это, что он сделал в жизни? Вот и все. Вот это и есть, кстати говоря, корень, почему война была или она будет. Вот с этого все начинается. С сумасшедшего дома. Отсутствие здравого смысла. Людей свели с ума, я бы вам так сказал. Людей свели с ума. Опубликовано сегодня сообщение. Понятно, что оно не проходит такую критическую оценку. Имеется в виду, что там Россия, если Украина сорвет перемирие в эти Дни Победы, Россия ударит орешником по Киеву. Там, 2 орешниками ударят по Киеву. Понятное дело, что там опубличивание такой информации, тем более российскими ресурсами, которые там полностью и целиком и полностью завязаны на Россию, на их спецслужбы, на их позицию, тут заставляет задуматься. Конечно, у нас тут отмахиваются, все говорят, какие там цели, какой орешник. Но если так вот
попытаться разложить логически эту цепочку. Понятно, что в России об этом говорят не для того, чтобы ударить орешником по Киеву. Эта логика прослеживается. Но и в Украине складывается такое впечатление, что любой удар ну, чем-либо, да, там, вплоть, не знаю, ядерной бомбой по Чернигову. Ну, это я с потолка беру, не пугайтесь. Просто, то есть там ядерной бомбой куда-то в поле, например, где-то, Сумской области где-то поле, и там ядерка взорвалась маленькая, небольшая, там заразила какой-то небольшой, вот, ну, уже применено ядерное оружие, как бы все абсолютно новая игра. Это и нужно Зеленскому. Вот что-то подобное и нужно, потому что при всем уважении и боли боли об утратах родных и близких погибших там, от шахедов, там, прошлой ночью, сегодня, там, вчера в Сумах прилет баллистики, дети тоже пострадали. В общем, при всей этой боли этого уже становится мало для того, чтобы перевернуть доску и как-то сыграть по-другому. Как вы относитесь к этой теме удара орешником, не знаю, по центрам принятия решений? Ну, смотрите, как гражданин Украины и человек, который собирается вернуться в Украину, конечно, я к этому отношусь с опасением, и не дай бог, чтобы это произошло. Вы сказали, что такая эскалация нужна была бы Зеленскому, полностью согласен, но думаю, не сейчас. Почему? Потому что если бы Европа содержала, вот только, если вы проследите всю хронологию сначала, когда был Байден, и Европа там более мощно работала, оно так и было. Он шел за любой эскалацией, чтобы удержать себя, больше денег взять и все остальное. Трамп это уже никак не позволит, Европа, как мы видим, отморозилась. Но обратите внимание, вот вы начали эфир, спросили меня, там сотни дронов вчера атаковали Россию, а вы заметили, что не так-то сильно эта тема раздувалась даже в пропагандистских СМИ и каналах? То есть как-то так вроде да, но так совсем скромненько, не соответствуя масштабам. Поэтому я думаю, уже если не такой массированный обстрел не преподнесли как перемогу, то ничего не получится. И я не верю ни в какой орешник, и дай бог этого не будет. Но я думаю, Зеленский будет сейчас действовать по-другому. Я думаю, сейчас просто чистые торги. У него одна мысль, поймите, второй срок. В принципе, он готов на все, только обеспечьте мне второй срок. И вопрос в том, что он Трампу сказал. Второй срок. Сейчас единственное, что Трамп ему тоже важно. Он не запретил ему идти туда. Хотя перед этим были такие разговоры. Вот это было в Ватикане по поводу этой сделки. Он не запретил ему, он ничего не пообещал, но он не сказал, ты не пойдешь на второй срок. Да, значит, второй срок, конечно, это очень интересно, но я, если честно, не очень понимаю Ермака. Давайте попробуем расшифровать. Андрей Ермак публикует публикацию. Я неоднократно демонстрировал там у себя на эфирах, рассказывал, как это делается, как это работает. На Пасху это прям было очень четко видно. Есть заготовленные публикации, которые пишет то ли Заривная, то ли другой помощник. Ну, это может даже не Заривное дело, то есть это кто-то, какой-то копирайтер пишет какие-то красивые публикации с фотографиями подобранными. И у них там запланировано все как бы по медиаплану, они там выпускают к тому или другому дню. И там было четкое несоответствие, особенно вот этим последним событиям, а там же все было спонтанно. Путин вот так вот за час объявил одностороннее перемирие, которое, то есть сейчас-то есть время подготовиться. Почему? Потому что о перемирии он за 10 дней объявил, Путин, вот этом одностороннем же. И вот он пишет: россияне, которые говорят о мире, но не хотят прекращать огонь, атакуют украинские города и гражданских дронами, угрожают вундервафлей и переживают за парад, ради которого убивают мирных украинцев. Это состояние российской психики сегодня, психики их народа. Написано, видно, лично, потому что там надо дешифровывать каждую вот эту историю. У меня два момента. Понятно, что там пренебрежительное отношение во время войны к россиянам и России, и Путину, это понятный тренд. Но уже давно тренд появился, что россиян всех равняют с Путиным. Вот прям Путин — это россияне.
Объясните этот тренд, это позиционирование, как вам кажется, почему именно так действует Ермак. И, конечно, вот этот вот парад, ради которого убивают мирных украинцев. То есть, получается, россияне убивают мирных украинцев ради парада. Ну, бред. Смотрите, это все можно, конечно, очень коротко ответить. Просто тупая пропаганда. Но важный момент другой, который вы сказали. Путь к Путину равнять всех россиян. Значит, это все, что равнять Зеленскому всех украинцев. Я считаю, я убежден, 20-30% россиян в полном адеквате. Это мои такие вот мысли и то, что я отслеживаю. К сожалению, среди публичных людей интеллигенции в процентном соотношении гораздо больше приличных людей оказалось, чем в Украине. Опять-таки, так как я понимаю жизнь, так как я понимаю ситуацию. Я категорически против этого. И там после нашего с вами эфира предыдущего писали русофоб, 1000 комментариев, что я русофоб. Я не русофоб. Я отличаю людей по их философии, по их взглядам. Не по паспорту, не по ДНК, не по национальности, не по этим вещам. Потому что в голове. Это отвратительно, это ужасно. Ермак это делает, естественно, потому что он формально еще глава офиса президента, он не может по-другому. Кстати, интересный момент. Если вы обратите внимание полностью, там последних 20 таких записей, то они часто переводились с русского обычным Google переводчиком, там какие-то были один-два слова на 3 абзаца таких, ну ясно, что человек не писал на украинском. Ну это абсурд, понимаете, это как бы цинизм, это двуличие, это зазеркалье. Все фейковое, понимаете, все фейковое. И в итоге вот так у нас идут дела. Ну, я к этому отношусь крайне негативно, но он по-другому сейчас не может. Ну, что он напишет? Он разве напишет вам здравый смысл? Там и так все, я же вам говорю, напряженно в офисе. Так, а Зеленский может пожертвовать Ермаком ради второго срока? Да, конечно, такой есть план. Прям план. Да. Зеленскому нашептали, сейчас медийщики многие видели, развернулись, начинают Ермака атаковать. Есть определенный план, и они этим неоднократно пользовались. Смотрите, он вначале, простите за выражение, обосрался. Давайте сделаем крайнего Богдана. Весь негатив на Богдана, все там Коломойского человека. Это... И так они потихоньку срезали Соросята, который там как Гончарук был премьером. Они так вот негатив, а это он все. И у нас так в народе появилось типа царь хороший, бояре плохие. И люди, знаете, на втором-третьем году войны мне говорили, ну, скажем так, не глупые, да ты не понимаешь, это просто Зеленский как бы не успевает за всем. Ну, то есть они совершенно не понимают, что такое президент и как это должно работать. Поэтому маем это, что маем. Мгм. Ну, это такая очень удивительная история, потому что есть мнение, что вообще Зеленский работает в администрации Ермака, в офисе у Ермака, поэтому там непонятно, Честно кто говоря, начальник. Ермак так все построил. То есть Зеленский думает, что он всем управляет, и как бы, так скажем, оно вроде так. Но он, поскольку ни в чем не разбирается, там и для него будет много сюрпризов. Но он негодяй первой степени, это нужно понимать. Не нужно тут, я как раз не выгораживаю Зеленского, он негодяй первой степени. Ермак просто архитектор этого всего. Архитектура негодяев. Украина Именно. отвечает потужно на парад Победы. Вообще, конечно, это очень интересный вот сейчас момент. Момент тоже такой своеобразной геополитической истины. И я предлагаю на него посмотреть даже где-то чуть-чуть философски. Ну, не сильно там уходя в дебри, а так вот, ну, прицелиться таким вот взглядом, как бы, который немножко смотрит сквозь, да, немножко дальше. То есть Украина сейчас запускает дроны. Вот в момент нашего эфира приходят данные, что там очередной аэропорт, там Жуковский в Москве тоже, в общем, закрыли, потому что, в общем, летят дроны, сбивают их. Вроде говорят, все сбивают, но данных особо не посмотришь, потому что там в самой Москве есть проблемы с интернетом мобильным. А я просто хочу подчеркнуть, что ладно, там где-то с окон, но это в основном мобильный интернет, когда люди видят какой-то, идут куда-то, видят и там пытаются. Может, потом это все известно станет. Неважно. А в этот момент лидеры, си в пути, там кто-то приехал, кто-то не приехал. Украина, это уже сообщила Радио Свобода, и дополнил этот инсайт депутат Гончаренко. Значит, что предлагает на 9 мая? Там же День Европы, то есть у нас день 8 День памяти, завтра День скорби по победе, а послезавтра, ну, не будет Дня Победы, будет вот День Европы.
И вот 9 мая, на День Европы, во Львове соберутся лидеры или представители, там написано. То есть тоже так интересно. То есть представители стран европейских, ключевых, и будут создавать некий трибунал, что выглядит достаточно диковинно. В каком смысле? В том смысле, что есть же целый МУС, Международный уголовный суд. Есть же вот структура, на которую плевали и Путин, и Нетаньяху, там эти ордеры никому не нужны. Страны даже принципиально говорили: нет, это наши отношения, пошли вон. То есть и вообще мы выходим с вашего МУСа, если будете сильно там как бы, да, открывать рты. Мгм. Но они создают какой-то трибунал, как бы 9 мая, а 10 якобы лидеры какие-то приезжают в Киев. Ведь это тоже делегации, это тоже гости, это тоже представители. Даты разные, но представители. Обычно Россия как бы так не лупит по представителям и не Да. атакует. А сейчас же может все поменяться. Думаю, не поменяется. Но вот это вот хохма, которую вы рассказали про трибунал, я вам скажу, что это такое. Вы помните, 1,5 года назад, если не ошибаюсь, может быть год, Зеленский, как умалишенный, ездил по 25, наверное, государствам, подписывал договор безпеки. И все пиарили вот эти вот ОПшные помойки. Смотрите, гарантии безопасности с Италии, с Британии, с США, вот все. И где это все? Что это было? Я вам скажу, это Шапито 95. Очередной сценарий, нужно подкачать Зеленского рейтингом. Ребята, ну не можете приехать 9 мая, противовес параду Путина, они, вы знаете, не захотели, отказались у всех свои дела, у лидеров. Ну давайте хоть как-то вот что-то сделаем. Они это сейчас якобы расскажут, мы создали там трибунал, через 2 недели об этом забудут, так же, как про те гарантии безопасности. Вот поверьте, это чисто политически, чисто показать Зеленскому солидарность. Ну что мы можем для тебя сделать? Бабок не дадим. Ну давайте вот трибунал сделаем для Путина. Вот я так, шутя, утрируя, но вот примерно так. Именно Слушайте, так это работает. Это в чистом виде политиканство. ну, я всегда, несмотря ни на что, даже при Шольце, считал, что Германия ключевой игрок в Евросоюзе. Ну, потому что это экономика большая, потому что она дотационная. Всегда история была, это структура Евросоюза, и Германия платила больше всех. Она, в принципе, по деньгам, она больше всех и помогала Украине. Ну, имеется в виду совокупная помощь. Там Да, да, вот тоже цифра, да. летальная, нелетальная, то есть вот там какие-то помощь, любая. Немцы действительно помогали Украине очень, очень серьезно. И тут вроде, как это сейчас называют, его дразнят, второсортный новый канцлер Мерц, его избрали со 2 раза, то есть со 2 попытки. Правда, быстро одумались, но тем не менее. Это уже исторический факт, это к нему прилеплено, и у него там достаточно большие проблемы. Так он же обещал первым делом в Украину. А тут тебе не Париж, там еще там какие-то визиты. И сейчас приходит сообщение: в ближайшие недели. Но все на него смотрят, говорят: Мерц, где Таурусы? А он вываливается с заявлением уже канцлером. Уже канцлером. И говорит: знаете что? Мы не сможем без США. Да. Я Это, это видел. это просто. То есть, какие метаморфозы случаются? А были же серьезные там расчеты у Банковой на Мерца, который должен победить. Почему так? Вы знаете, не было никаких расчетов. Они показывали в прессе. И сам Мерц, видя вот эту повестку дня, просто зная, что все-таки много еще людей в Европе хотят продолжения войны, он этому всему подыгрывал. Но вы видите, он впервые в истории с первого раза не был избран вообще канцлер. И партия АФД, кстати, которую я поддерживал, сейчас вышла вообще в лидеры после выборов, там 25%, опередила даже эту партию, которая выиграла реальные выборы. То есть это все называется, вообще сейчас реалполитик как бы в мире тренд. Он сейчас будет заниматься Германией, в которой очень много проблем, особенно экономических. Вы правильно сказали, это самая крупная экономика Евросоюза, Европы, но экономика будет падать, и тарифы Трампа, очень плохо дела. Ну какая Украина, скажите, пожалуйста. И сейчас все в Европе будут заниматься, кстати, вот про партию АФД. Я поддерживаю наперед, в связи, не в связи, а в соответствии с моей идеологией или ближе всех к здравому смыслу партии, в принципе, по всему миру. И заранее об этом объявляю для зрителей. И я поддержал АФД, я тоже стал агентом Кремля. Почему, я не понял. Ну вот все, нельзя АФД, потому что она пророссийская. Где? Покажите пророссийская. Она прогерманская. Она прагматичная, она здравый смысл.
И поэтому Мерц, это я все к этой теме подожду, Мерц рассказывал одно, а будет делать то, что декларировал АФД. Его заставят с мигрантами бороться, сирийцев высылать, заниматься экономикой, а не Украиной. Объясняю вам, для чего так это накачивается. Да вы сами это понимаете, для зрителей. Людям показать. Смотрите, нам Германия поможет. Мерц поможет, Таурус, этот, не будет этого. А люди наши, к сожалению, находясь в Германии, голосуют не за свою жизнь в Германии, а за Украину. И хотят от канцлера Германии или от президента США, чтобы он Украиной занимался. Пишут мне, например, что сделал Трамп для Украины? А какого? Ера, он должен что-то делать для Украины априори. Я хочу, я за, но какого черта я могу с него это требовать и должен? Скажите, пожалуйста. Или от Макрона, или от Мерца этого. Ну совсем в голове все перепуталось. И я пытаюсь вот посредством Ютуба на людей как бы холодный душ, люди, придите в себя. Вам не нравится что-то в Украине в происходящем? Вон президент Зеленский, избранный. Требуйте Зеленского, ищите проблему в Зеленском, не ищите проблему в Трампе или в Мерце. Хотя я не сторонник Мерца далеко, ну просто ради справедливости. Ну, на этом же основы пропаганды. То есть я всегда вот так, ну, тоже с этим сталкивался и сталкиваюсь периодически. Приходят и говорят, и эксперты так говорят, там, когда ты задаешь вопрос по поводу действий украинской власти, тебе говорят, так это Путин. Что ты не идешь к Путину? Я не иду к Путину, потому что я никакого отношения не имею к Путину. Ни вообще никакого. То есть ни паспорт, ничего. То есть мне там абсолютно ничего с ним не связывает. Поэтому я задаю вопросы своей власти, вот той, которая там я гражданин, и вот я задаю вопрос. Люди этого отказываются понимать, потому что легче там, как это, известная поговорка, соринка в глазу чужого, да, Да. а в своем бревна не увидать. Но вот надо как бы показывать это бревно в разных плоскостях. Денис, что вы думаете по поводу будущего? Мне кажется, нам действительно готовят какую-то странную участь. Нам, имеется в виду всем украинцам. Причем давайте так, два вопроса по поводу будущего. Украинцев за рубежом и украинцев внутри. Начнем с зарубежных, скажем так, украинцев, которые... Ну, тоже на самом деле варварство какое-то. Не знаю, украинцы ли это сделали или нет. В Чехии, в Праге. Ну, тут опять-таки, это вот все, эти эмоции дурные. Как вот, знаете, пуля в голове вот это начинает шевелиться. Одни вчера были фотографии в Мюнхене, поиздевались над могилой Бандеры, да. Причем Бандера вообще не, я к нему абсолютно негативно отношусь в историческом разрезе, но я считаю, мое убеждение, что нельзя любые могилы трогать. Вот. Сегодня приходит новость, что в Чехии сбили, там есть памятник неизвестному солдату, небольшой постамент, ну такой постамент, красивый, очень символичный, потому что его устанавливали в честь благодарности от чехов советскому народу за освобождение от Гитлера и нацистов. Его сбили, там побили, в общем, вот это тоже бред какой-то, с одной и с другой стороны. То есть нельзя словами, нельзя мыслями, нельзя убеждениями, вот таким вот образом. И вот этих украинцев, которые там за рубежом, Зеленский, приезжая в Чехию, обещал вознаградить хабами. А что это за хабы такие? Подождите, ну есть посольство, есть там, а хабы помощи, это как за рубежом? Это выборы, Александр, это выборы. Это один из, скажем так, пунктов, по которым я тоже вижу приближение выборов. И видите, законопроект будет по поводу разрешения двойного гражданства. Наконец-то, в 2025 году разродились на это. Это все тоже, чтобы не потерять, и для себя любимых, в том числе после того, как придется уезжать из Украины, все это сделано. Это все подготовка к выборам. Это как Министерство едности. Это тоже просто тупой пиар и возможность украсть деньги, как вы понимаете. Потому что это стоит десятки миллионов евро, вот эти вот хабы. Ну скажите, что можно сделать? Арендовать помещение, завесить украинскими флагами, и, ребята, приходите вот и сидите, ну что можно, или воды с хлебом дадут, ну что это будет? Вот просто даже теоретически. Я тоже думал над этим, это просто ну, очередной пиар. Все, это подготовка к выборам. Я не знаю, кем нужно быть украинцам в Европе, чтобы, ну что-то делает Зеленский, я за него проголосую. Поэтому люди, не ведитесь на это. Я вот пользуясь случаем обращаюсь. Это просто, воспринимайте это просто как последние конвульсии диктатора,
и, ну, абсолютное отсутствие здравого смысла у пропаганды. Вот заметьте, даже если взять по таланту, ну разве это талантливое решение, даже с точки зрения выборов? Ну неужели нельзя было что-то лучше придумать? Ну согласитесь. Ну, то есть это просто показывает примитивизм людей, которые принимают эти решения, которые Зеленскому дают советы. Вот Министерство едности. Ну как министерство может объединить людей? Они Министерство едности, а потом Мандзюк пишет, что нужно поубивать там 40% населения. Ну что это такое? Так что это Да, ну выбор. и второй пример это внутри. А что это за центры национального сопротивления Верещук? Значит, любой гражданин может прийти, освоить тактическую медицину, ведение боем, управление дроном, там целый список. Они их открывают в каждом областном центре, потом по крупным городам, то есть у них есть сетка. И, в принципе, это все оправдано, конечно, войной, потому что все должны быть готовы. Так у нас гребут мужиков на улице направо и налево, то есть каждый день бусификация вот эта ужасная, мы это видим. Но, Денис, туда приглашают всех в свободное от работы время получать эти... Это партизанские отряды готовят или как? Думают, что россияне зайдут и захватят там всю Украину до там Львова условного. Хотя во Львове, кстати, первыми открыли. Первыми выделили 60 миллионов гривен Да, я хотел сказать, через да, я Прозор. А видел. вот первыми, все, у нас, мы готовы. Вот он, наш центр. 60 лямов, оп, все. Понимаете? Так это что получается? Во Львове будут партизаны сражаться против российских ФСО и ФСБ? Ну, смотрите, вот учитывая, что во Львове я видел этот тендер на 60 миллионов гривен, хотелось бы верить, это ужасно прозвучит, что это просто банальные последние попытки воровства денег, последние лазейки, украсть деньги перед миром, перемирием и выборами. Но где-то есть и напряжение у меня. Возможно, они понимают, что Америка выйдет и действительно готовят страну к партизанской войне, совмещая с воровством денег. Не думаю, что это поможет, зная их организационные способности и стадия войны, на которой мы сейчас находимся. Но вот смотрите, что мы с вами обсуждаем. Вот один маразм, согласитесь, ну вот действия власти. Мы не об этом должны говорить, а мы там в Европе хабы, здесь пункты незламности, там сопротивления. Я даже не знаю, что вам сказать. И Верещук, знаете, Верещук. Кто же еще, если не Верещук, при осваивании денег? Значит, Венс выходит и отвечает на вопросы журналистов, его там ключевые тезисы, это вот сейчас происходит. В общем, вероятно, решить проблему войны без прямых переговоров между Россией и Украиной невозможно. То есть это сразу как бы, да, вот очко в сторону Кремля, то есть потому что Кремль четко говорит, мы готовы, давайте прямые переговоры. США и Европа все-таки в одной команде по Венсу, то есть никто не собирается рвать или там уходить из Европы, как Урсула фон дер Ляйен 2 дня назад об этом четко заявила с трибуны. Считает, что русские просят слишком многого в Венс. Между тем, где проживают украинцы и россияне, лежит огромная пропасть. То есть, ну, понимаете, как хотите. В контексте культурном или идеологическом, или каком-то еще. Ну и дальше там про рынки, про экономику, про сделку с Ираном и так далее. Что скажете по поводу этих заявлений Венса? Все с американской стороны в последнее время как-то обезжиренно подается. Ну, очень обезжиренно. Даже вот как-то вот Венс блекло смотрится. На мой взгляд, это действительно так есть. И люди пишут, мало новостей, как-то стало про переговоры, а что остановились. На мой взгляд, связано только с одним. У Трампа на столе оказались хотелки Путина и Зеленского. И сейчас идет внутренняя незаметная кулуарная работа, как они хотели, посредине русского предложения и украинского, вот какой-то компромисс, обе стороны выйдут недовольными, и мы закончим войну. И если сейчас это не произойдет в ближайшее время, то тогда Америка, ну, может, не скажет выходим, стоим в стороне и наблюдаем дальше. Поэтому я думаю, что просто нечего уже больше подавать. Ну, вчера Келлог сделал такое на последнее время довольно громкое заявление, что Киев готов разойтись по точке, ну, текущей линии Ну, это разграничения. зрада, Денис. Ну, мы же как украинцы можем... Это зрада. В смысле? Это мы, получается, берем... Понятно, что это принцип слизан с Минска. Так пытались в Минске развести вооружение по той линии. АТО, ООС. Ну, понятно, это не получилось. Там они пушки отводили, потом как бы до солдат не дошло.
Но Мгм. здесь, смотрите, это получается Херсон, до свидания. Мы должны, получается, не контролировать Херсон. Это серая зона. То есть попадают целые города, целые вот эти, там, где лилась кровь. Причем россияне должны уйти с Энергодара, освободить Запорожскую атомную электростанцию. С украинской стороны тоже там, ну, напротив Никополь, да, то тоже получается, если так вот по 15 километров. Ну и граница, простите, ну это тоже как бы театр боевых действий. Ну, смотрите, если практически к этому подойти, даже то, что вы сказали, Херсон попадает в эти километры демилитаризованные, ну, будет жить Херсон мирной жизнью, без оружия, чем он пострадает? По поводу атомной станции Запорожской, она должна перейти в управление американцам однозначно, и оттуда будет электроэнергия поступать на оккупированные Путиным территории и на наши территории. Это неизбежно, то есть, поверьте, ни Украине, ни России уже Запорожская не светит, будут управлять американцы, учитывая интересы всех. В Америку не будут оттуда качать электроэнергию, я людей успокою. Не, ну могут в Европу качать, денежки зарабатывать, чего нет. Значит, мы что сами не можем, понимаете? Ну, точнее, у нас там сидят на этих перетоках, потоках. Но какой облом произошел с энергоблоком Хмельницкая атомная электростанция, это, конечно, просто ужас, да, и что теперь делать, вообще непонятно. Ну, это, я напомню, все проголосовали в Верховной Раде за закупку российских блоков для того, чтобы достроить Хмельницкую атомную. Но эти российские блоки болгары сначала продавали, а потом сказали, Да. не-не-не-не, не продадим, мы сами хотим, мы сами будем развивать, отстаньте. И вроде деньги выделили, а блоков нет, и брать их негде. Ну, вот такая атомная энергетика, да. А, Александр, есть один короткий, извините, короткий универсальный ответ. Если ты управляешь как идиот, обворовываешь сам себя, то в итоге этим управлять будет кто-то другой. Вот он в нашем случае украл Путин часть, что-то будет управлять с американцами. Ну, у нас было все в руках с 91 года, невероятное богатство и все на свете. Ну, просрали? Простите за выражение. Вот и все. Поэтому не надо тут пенять там на кого-то людям, я говорю, это не вам. Да, друзья, значит, люди, давайте подведем итоги нашего голосования. 8,5 тысяч голосов мы получили, 8600. Чего вы ожидаете после майских праздников? 6% выборов, Зеленский попробует переизбраться. 11% начало реальных переговоров о мире. 31% невиданной эскалации. Ну, что-то вот такое будет ужасное. То есть еще хуже, чем сейчас. И 52% будет идти как идет на истощение. Спасибо вам большое. Ну вот что скажете по температуре по больнице? Это как-то многовато пессимизма, нет? Что будет идти все как идет на истощение? Не, сколько эскалации? Эскалация сколько? Эскалации много. тридцать один Ну, вот, процент каждый третий. так я же говорю, вот, по-моему, люди, видите, не верят люди. Да, Плохо. в мир не верят люди. Значит, друзья, давайте перейдем к сессии вопросов и ответов. Пожалуйста, поставьте лайк, напишите, что думаете в комментариях и в чате трансляции. Благодарю за поддержку и как бы ваше соучастие. Сначала вопросы из сообщества YouTube, и потом перейдем к чату. Значит, да, еще есть вопрос. Оставляли вопрос. Да, сейчас 17:01. Угроза баллистики в Киеве и областях, да. То есть воздушная тревога. Еще оставляли вопрос вам из моего клуба зрителей, телеграм-канала закрытого. Да, пожалуйста. Вопрос, значит, такой. После Майданов жители Украины смотрели на всех своих соседей, не только на россиян, свысока, и основой гордости было, что украинцы вольные, мол, сколько хотят, столько и будут власть менять, и никогда ничего терпеть не будут. Что же случилось с вольными казаками? Как вы думаете? Ну, это пытаются люди, которые оппозиционны к моему видению происходящего из жизни, подколоть и никак не могут с этими Майданами успокоиться. Да, не такие мы вольные оказались, как мы думали о себе. И ситуация с тем, что мы допустили диктатуру Зеленского, о чем я еще раз подчеркиваю, кричал с лета 2022 года, не услышали, не поверили, где-то недооценили. Так получилось. И мы теперь не имеем никакого, я тоже, кстати, никакого морального права, то, чем мы занимались в начале войны, обвинять россиян, почему вы не выходите на улицы, почему вы революцию не делаете и все на свете. И вот это ужасное решение, когда было, типа, давайте россиянам запретим въезд в другие страны, помните, что это такое было? Да, Или да. депортируем с других стран, и едете сбрасывайте Путина.
Я сейчас понимаю, это ужасно, просто ужасно. То есть это какая-то коллективная ответственность, это совершенно противоречит ценностям западной цивилизации, которой я придерживаюсь. Да, мы не такие свободны. Никакого гена рабства ни у кого нет, как там тоже Гордон любит рассказать, у русских ген рабства. Просто тошнить хочется, тошнит просто от этого, знаете. Ничего этого нет. Да, мы не такие свободные люди. Мы очень многим хотелось жесткой руки, тоже в то же время. Вот получили жесткую руку, наслаждайтесь. Вопросы из сообщества. Павлючечка, пользователь. Если по Конституции недра принадлежат украинскому народу, а легитимность Зеленского под вопросом, сможет ли в будущем народ Украины оспорить сделку по недрам и отказаться ее выполнять? Мол, мы вообще против, и этот договор не есть законным. И дополнительный вопрос. Денис ранее говорил, что менять Конституцию, что именно он бы изменил? Значит, по поводу Конституции, ее нужно менять полностью. Изменил бы все, взял бы за основу американскую Конституцию, адаптировал бы ее под украинские реалии, что делали в свое время очень многие ныне успешные страны. Первый вопрос был, два слова верните меня, Первый первое о вопрос чем? был недра, Можно ли отменить сделку? да, народ, ну, в общем, Ну, вот, к Зеленский сожалению, нелегитимный, поэтому народ да. может себе вернуть назад. Нет, с американцами эти темы не работают, и по-настоящему деловом мире цивилизованном такое не работает, никто ничего не отменит, придется выполнять. Я искренне не понимаю страх людей по поводу этой сделки. Вот честно вам говорю, я просто людей дезориентировали, люди живут какими-то непонятными понятиями, они думают, это их, это не их. Это принадлежит государству. Не верьте вы в эту конституцию, это все, я не хочу просто говорить. Она не работает, эта конституция не могла работать, она ужасна. Андрей, в последнее время вокруг ChatGPT, Grok, DeepSeek и других приложений идут дискуссии. Человечество разрабатывает приложение. Есть ли вероятность, что в будущем оно окажется приложением для приложения? Что вы об этом думаете? И консерватор ли вы или новатор? Пользуетесь ли вы подобными технологическими приблудами? Если да, то какими? Спасибо за ответ. Да, искусственный интеллект активно использую и в бизнес-направлении, и в жизненном. Использую, ну, из общих таких Grok, чат GPT. Есть там более профильные для создания там разных вещей, но Grok и чат GPT. И людям могу порекомендовать, и особенно, учитывая медицину на постсоветском пространстве, используйте это, загружая туда свои результаты, получая второе врачебное мнение. Вы очень удивитесь. Интересно, кстати, да. Да, Тем и более, что это... МРТ, и КТ, и анализы крови, и рентгены, и описывая симптом, все на свете. Это, кстати, по медицине Да, такой, это да. универсальный просто совет. Я сейчас не буду там какие-то профильные там бизнес-вещи, вот универсальный совет таков. Да, пользуйтесь, друзья. Я, например, ну, не знал, да, что прям по медицине, по анализам. Ну, как-то так, да. Значит, э, так. Вопрос. Добрый день, если он добрый. Денис, в своих соцсетях рьяно поддерживаете Трампа. Скажите, что было триггером в вашем мировоззрении, чтобы вам, украинцу, стать на сторону, по сути, колонизатора и рабовладельца Украины после недосделки США и Украины? Спасибо за откровенность, Глеб. Значит, смотрите, я с 25 лет занимаюсь бизнесом, и я Трампа уважаю и прочитал его все книги еще, ну, как бы благодаря предпринимательству. Потом он начал баллотироваться, я его поддерживаю идеологически. И никакой не колонизатор, одурманенные люди пропаганды как с одной и с другой стороны. Я симпатизирую ему задолго до всего этого кипиша. И пока он будет представлять и воплощать здравый смысл во всем мире и в Америке, я буду его поддерживать. А Трамп это сегодня воплощение здравого смысла. Я за него, я его поддерживал, если голосовал, я не имею права здесь голосовать пока. Я его поддерживал из идеологических соображений, а не из-за проукраинских. Так, значит, вопрос. Российская и украинская стороны понимают, что банковая не вполне контролирует отдельное военное соединение на линии соприкосновения, чтобы поддерживать режим перемирия. Понимают ли это в Вашингтоне, на ваш взгляд? Петр. Вот это хороший вопрос по-настоящему. Да, контролируют не все. Да, с некоторыми в конфронтации. Но они сами, я сейчас не хочу вот все рассказывать, но они сами роют сейчас яму, в которую мы можем попасть. Что касается Америки, папочки лежат, многих считают и нацистами, и фашистами, и всем на свете. По многим были вопросы, по многим будут вопросы.
Я хочу обратить внимание, как это вы, Александр, стороной обошли. Опрос. Видели, вчера публиковали какой-то опрос, в котором лидируют Залужный, Зеленский, Порошенко. Потом, если взять партии, там и партию Азов уже нарисовали, которые не существуют. Нет, ну это, Буданов. да, это было вчера такая, ну я просто, смотрите, опросы во время войны, тем более во время таких событий, это, понятное дело, какая-то ерунда заказная. Я не Да. верю ну, в любой, скажем так, честный опрос. Это опросы сейчас, это вот, чтобы мне показали, чтобы я вот увидела там тройку или пятерку, или шестое, седьмое место для себя открыла. О, ничего себе, это тут. И у меня это запечатлелось, осталось, а потом, когда придет время, я об этом вспомнил. Вот зачем публикуются сейчас эти вопросы, А если поэтому... мы отбросим цифры, то есть мы не верим в результаты, Да, но мы же можем понять, что для чего-то это делается, к чему-то людей пытаются готовить, на что-то зазомбировать. Так вот там готовят Украину быть военным лагерем, в котором нужно ходить строем. Я уехал из Украины из-за преследований, потому что я отказался ходить строем, выполнять чужие указания. И вот я людям хочу сказать, если вы хотите жить в военном лагере, то вы непременно проголосуйте за кого-то, кто вверху этого списка. И вы будете голосовать за партии, идеологии, которых, во-первых, нет, вы даже не знаете идеологию, но с военным направлением. Вот это допустить нельзя. Если Украина станет военным лагерем, как страна, то все. добрый день, Эдвард. Вопрос гостю. Денис, если нынешняя власть согласится с озвученными Россией условиями и заключит не заморозку перемирия, а вечный нерушимый мир под гарантией США, вы прекратите вашу медиа-борьбу с властью Зеленского и компании? Спасибо. Значит, я веду медиа-борьбу, если можно так назвать, вынужденно. Это не все, у меня строится все на идеологии, то, что я хочу в Украину. То есть я за что-то выступаю, а не против. Я в данном случае против этой власти, потому что она, той идеологии, за которую я за, она ее просто-напросто не собирается допускать и работает на разрушение Украины. Что касается там перемирия, мир, постоянный мир, человек не совсем понимает механизм. Сначала перемирие, а дальше полноценный мир. И я всегда на своих эфирах подчеркиваю, сейчас очень важно полностью закрыть все вопросы. Что произошло при Порошенко? Оставили этот нарыв, эту рану, она рванула в виде полномасштабного вторжения. Вот я сейчас сторонник того, больно, неприятно, но закрыть все вопросы под ноль. И это Так, можно сделать. так, значит, вопрос. Денис, ваш тезка. Добрый день. Нет ли ощущения, что карт не осталось уже и у Трампа? Последнее заявление о футболе. Хусиды сдались, странные образы в виде Папы Римского. Трамп вообще не влияет на прекращение огня в Украине. Потужные перемоги ищутся уже где только можно. Спасибо. Опять-таки, люди не понимают сложность процессов, люди хотят простых решений. Люди думают, что самую масштабную войну со времен Второй мировой можно решить за 5 минут и сделав 2 звонка. Нет, так не бывает. Процесс сложный. Трамп имеет дело с двумя диктаторами. Это, извините меня, не совсем в адекватном состоянии, причем оба. Это, извините меня, та еще задачка. И терпите. И я терплю. Да, Ангелина Снежко, чат трансляции. Переходим теперь сюда. Спасибо большое. Больше 14 тысяч нас онлайн. Поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте. Да, подпишитесь на Дениса, если ну, интересно с ним общаться. Он такие стримы проводит регулярно и тоже реагирует на вопросы. Если у нас это как рубрика, да, то ну вот там, скажем так, это вот непосредственно как хозяину канала. Можете Да, обратиться. Ангелина Снежко. Вопрос. Кого собираются депортировать из США? Имею в виду украинцев. Что вам известно? Я думаю, сейчас коснется только тех, кто нелегально заехал в Америку. Там вопросы по тем, кто через мексиканскую границу, там и тех, кто участвовали в разных митингах. И я призываю людей не ходить на эти митинги, позориться, во-первых, от полного непонимания происходящего, во-вторых, работать этим против Украины и против себя лично. А дальше будем видеть. Если война закончится, будет перемирие, то, конечно, Трамп будет принимать решения по всем украинцам, которые приехали по вот этой спецпрограмме U4U, которую Байден сделал. Это будет другой разговор. Большинству, 95% не о чем переживать, я считаю. Так, Украинцы сюда приехали не для преступлений, люди работают, платят налоги. Это... значит, там же была новость, что какие-то есть документы, что Байден и Белый дом просили депортированных из Америки отправлять в Украину. Это Да. как называется? Не Это колониализм? называется...
Нет, это называется, нас просто считают страной третьего мира. Ну почему? Вот, например, у них заключен договор, платят деньги Сальвадору. В Сальвадоре Наиб Букелло, один из лучших президентов сейчас мира. Он там построил огромную тюрьму, победил преступность. Вот. Они сейчас в Африку собираются, но это совсем другое. Вот они Украину считают примерно на таком уровне, а люди никак не могут этого понять. Ну, А я предлагаю, чтобы не считали, для этого нужно что-то сделать. Не военный лагерь. обидно, Денис, обидно. И мне обидно. Дмитрий Михалков, спроси, пожалуйста, как исполняли соглашение по недрам Вьетнам, Афганистан, Ирак. Наверное, гость не слышал об этом. Я слышал, я изучал. Еще раз говорю, когда человек настроен так, как он настроен, так, как в данном случае задающий вопрос, он всегда будет искать, и особенно в том, чем он вообще ничего не понимает, негатив. У этих людей никогда нет никакой альтернативы, никакого предложения. Вы им скажите, какую Украину вы хотите видеть, похожую на какую страну, он вам не ответит. И Зеленский, кстати, не ответит. И ни один политик в Украине. Мгм. Рената пишет, ну, по-английски пишет, is there the difference between Russian and Ukrainian? Короче, есть ли разница между россиянами и украинцами, на ваш взгляд? Ужасную скажу вещь, обидную для меня. К сегодняшнему дню, 7 мая 2025 года, я пришел к выводу минимальное. Практически никакой, к сожалению. Я верил в другое в начале войны. Я думал, мы очень отличаемся. Это отсылка к Мандзю, к этому всему. Да, многое становится понятным. Значит, смотрите, вот это вот эти вопросы, там, почему кто-то не в окопе, давайте все-таки оставим. Ну, все-таки это такие какие-то такие сейчас пропагандистские вещи. Спрашивают, почему я не в окопе? Да, ну вот почему он не в окопе? Я могу Александр? ответить, это вообще не проблема. Смотрите, во-первых, вы же не видели мои документы военные, это медицинские, но не в этом суть. Почему я должен ставить под риск свою семью, остаться без единого кормильца, в то время, когда Ермак будет отращивать четвертый подбородок и все на свете, и паковаться миллиардами? Почему? Просто ответьте мне на этот вопрос, задающий. Нет. Когда будет как в Израиле, тогда поговорим. Ну, тоже верно. Ну, как в Израиле не будет. Да и не Конечно, надо. нет. Да и не надо. У нас своя Согласен. традиция, свой путь, свое мировоззрение, ценностные убеждения, воспитание. Хотя последнее время, тут, конечно, действительно вы правы, судя по захватам церквей, судя по вот этим скандалам языковым, судя по этим беспределу этому, слушайте, что-то мы это уже растеряли, мне так кажется. Александр Кляус, здравствуйте. Вопрос. Учитывая, несомненно, лучшую осведомленность властей, угроза лишения американских виз для депутатов Рады, сигнал конца Европы, возможно, именно покинуть континент? Важно именно покинуть континент? Или это их приз? Что думаете по поводу этой угрозы? Нет, просто депутаты, понимая, куда они, к чему мы дошли, они все-таки хотят в дальнейшем и в Америку приезжать на отдых по своим делам и для каких-то других задач. И они реально этого испугались. Если человек думает, что они хотят подальше в Америку, то я не советую ни депутатам, никому сюда ехать, потому что здесь за всем следят, что кто и где, в какой точке мира делал, и их тут просто могут посадить. Поэтому, и поверьте, они в Америку жить не стремятся. Во-первых, очень дорого, во-вторых, для них опасно. А Олег, многие из них уже в черных списках просто не об этом не знают. ну так не публиковывают, видите, и вряд ли опубликуют эти черные Не, имею в виду, что списки. имея даже туристическую визу, сейчас какой-то депутат, он сюда приезжает, а ему как минимум откажут в въезде. Так просто я могу сказать. Виза ничего не решает. Мгм. Ну, там специфически в Соединенных Штатах Да. Америки с проездом, с пропуском, с досмотром, с проверкой. Олег, вопрос. Оккупировать Гренландию это как? Это ведь прямое заявление Трампа и куча возмущенных восклицательных знаков. Трамп никогда не говорил, что он оккупирует Гренландию. Трамп не исключал никакого подхода в целях мировой безопасности. И я выпускал на эту тему отдельное видео, кстати, с выступлением Путина. Прежде всего, это опасность России, для России, если Америка будет, если Гренландия будет территорией Америки. Геополитическим интересам России. Что Россия хочет угрожать всем и отовсюду. Поэтому человеку надо больше изучить тему. Да не торговать они хотят со всеми отовсюду. И в России самая большая протяженность вот этого берега Северно-Ледовитого океана, Северного полюса. А если у США
Гренландия плюс Канада, ну, тут уже немножко вот баланс вообще по-другому разворачивается. Все. Все верно, согласен, То конечно. есть тут Потому и Канада, потому и Гренландия. Это один и тот же интерес у Трампа и одна и та же цель. А люди думают, что ему нужно земли присоединить. Какое кому? а, вопрос. Скажите, что должно случиться, чтобы Зеленский стал президентом второй раз? Все же будет... все же будут против всех вводить эту графу? Насколько я Это мой понял по страшный, тексту. страшный сон мой, страшный сон многих, страшный сон всех, кто хотят вернуться в Украину. И я честно вам скажу, я не вижу этого вот вообще никак, ни под каким углом, ни в каком разрезе. Но надо признать, что у них много ресурса и крыша поехала окончательно, поэтому надо работать, чтобы это не произошло. Сергей Громов задает вопрос. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Если Индия или Китай предложат Украине разработать конкретное местоположение на существенно более выгодных условиях, чем США Украине, придется отказаться в рамках договора? Я советую человеку не забивать себе голову ерундой. Вот что я могу вам ответить. Но люди начинают лезть в дебри, ну фантастически. Ну зачем просто? Ну зачем эти фантасмагории? Так какая фантасмагория? Приходит Китай, говорит, буду добывать у тебя какую-нибудь там ерунду. Да, будут тебе больше платить. А Украина уже не сможет. Украина обручена, или как уже, замужем. Понимаете? Поэтому вопрос такой. Это невозможно. Вопрос такой, специфический. Так, значит, Денис очень переживает за Украину вдали от нее. Ну так, Денис бы переживал за Украину внутри Украины, если бы Дениса не прессовали. А хотите на этот счет, кстати говоря, интересную тему расскажу? Есть такой политтехнолог Сергей Гайдай, вы, наверное, его знаете. Да, И вот как-то он давал интервью год назад одному блогеру, и этот блогер спрашивает про меня и про Арестовича. Он говорит, я бы советовал и Елисеевичу, и Арестовичу вернуться в Украину и отсидеть в тюрьме, если они хотят заниматься политикой. да. Понимаете, да, ссылку? Но у него была еще, это из недавнего, когда он комментировал Арестовича, мне попадалось, не тюрьма, говорит, в окоп. Угу. Вернись в окоп, так сказать, заслужи и в политику. Да, а сейчас ему угрожают анонимные СБУшные каналы посадить в тюрьму и расправиться с ним. Вот это вот к чему, не спрашивая, по ком звонит колокол, что он звонит по тебе. В случае с Гайдаем так оно и получается. И вот эти вот советы, почему тот не там, а тот не там, а не это. Я прекрасно чувствовал себя в Киеве, отлично занимался бизнесом, и сегодня этим бы занимался и во время войны. Но у меня бы не получилось, так скажем, при нынешних раскладах это делать. Вот и все. Я уехал не в поисках хорошей жизни, а от политических преследований. Да, кстати, понимаете, в чем дело? Значит, вот меня Сергей поздравляет с праздником, Днем радио. Да, действительно, Сергей, сегодня день радио. Все, кто там радиолюбитель или связан с радио, все-таки есть даты, которые важные. Ну, там, может, конкретно людям каким-то. Ну, в общем, это долго. В Украине день радио. Вот такой, какой он есть. Друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем эфире. Денис, спасибо вам тоже за время и мысли. Спасибо за приглашение. Друзья, подписывайтесь, не забывайте ставить лайк, нажмите его уже ради бога, чтобы YouTube все понял, кто мы, откуда и кто вам желает каждый раз добра и света. Это не единственный сегодня прямой эфир, будет еще дальше Кость Бондаренко и Шум, поэтому далеко от YouTube и канала Александр Шелест не отходите. Увидимся обязательно. До скорого.